Токсичными отношениями обычно называются такие отношения, в которых мы испытываем тяжелые негативные эмоции. Вину, стыд, страх, тревогу, обиду, чувство униженности и другие токсичные чувства. В токсичных отношениях разрушаются внутренние опоры, внутренние психологические опоры, стираются личные границы, падает самооценка и уверенность в себе. Это может быть вызвано различными манипуляциями, провокациями, обесцениванием, эмоциональными качелями, газлайтингом и другими приемами психологического насилия. Все это может быть завернуто в шуточки, в токсичную заботушку, в доброе намерение или, например, в мудрые высказывания. Это может быть подано, например, с позиции невинной жертвы или, наоборот, агрессивной жертвы. Такое воздействие может быть невидимым, неочевидным и недоказуемым. Человек, который целенаправленно, длительное время разрушает вашу жизнь, всегда может поднять лапки и сказать: «Да я же тебя люблю, я же хочу как лучше, я же о тебе забочусь, я же тебе добра желаю, а ты опять себе что-то напридумывала. Просто ты истеричка, или это просто ты тиран, абьюзер, нарцисс и психопат, вообще лечиться тебе надо, может тебе таблеточек попить?» и так далее. Это могут быть супружеские отношения, это могут быть детско-родительские отношения, дружеские, рабочие, партнерские и любые другие отношения. Главное, это отношения, в которых вам плохо. Это отношения, которые разрушают вашу личность. Это отношения, которые создают зависимость, беспомощность, которые сводят с ума и вообще наносят вред психике. При этом не все то токсичное, что вам не нравится. Не все то манипуляции, с чем вы не справляетесь. Не все то нарцисс, абьюзер и психопат, с кем вы чувствуете вину, стыд и обиду. Поэтому определимся с понятиями. Начнем с самого начала. Любой психически здоровый человек нуждается в теплых, доверительных, впитающих отношениях, в любви, заботе, поддержке и внимании. Это нормальные психологические потребности любого здорового человека. Без здоровых отношений нам плохо, одиноко и тревожно. Далее. Теплые, здоровые, поддерживающие, питающие отношения, построенные на эмоциональной близости, на уважении, на диалоге, на поддержке и на здоровой привязанности. А токсичные, деструктивные, зависимые или созависимые отношения построены на манипуляциях, на незаметном, постепенном создании зависимости, беспомощности, на отравлении человека стыдом, виной, тревогой и другими токсичными эмоциями. В здоровых функциональных отношениях вы становитесь здоровее, счастливее и богаче. В здоровых отношениях вы свободно можете проявлять все свои эмоции и чувства. Вы хорошо относитесь к себе, к другим и к миру. Вы можете делиться сокровенным, получать заботу и поддержку. В токсичных, дисфункциональных отношениях вы становитесь слабее, беднее и несчастнее. Вы начинаете хуже относиться к себе, вы перестаете нормально защищать свои личные границы, удовлетворять свои потребности и вообще жить своей жизнью. Токсичными отношения становятся постепенно, незаметно, подобно тому, как токсичные химикаты разрушают здоровье. Со стороны все это может выглядеть правильно, хорошо и красиво, но вам от этого только хуже и хуже. Это как радиация, ты ее не видишь, а она тебя убивает. Например, если вы сразу распознаете угрозу, если вы увидите деструктивное воздействие, вы сможете, соответственно, отреагировать. Например, дать отпор, либо позвать на помощь, либо выйти из коммуникации, либо дать обратную связь низкого качества. Если вас явно, открыто и откровенно оскорбляют, обесценивают, унижают или провоцируют, вряд ли вы будете оставаться в отношениях с таким человеком. Скорее всего, вы получите конфликт и больше общаться с ним не будете. Здесь как в истории с вареной лягушкой. Если вы сразу бросите лягушку в горячую воду, она ошпарится и сразу же выпрыгнет. Если же вы бросите ее в холодную воду и постепенно, медленно будете нагревать, то она сварится, даже этого не заметив. Поэтому самые больные, самые деструктивные, токсичные, зависимые отношения обычно начинаются с самого сладкого медового месяца. С восхищений, с вдохновения, с глубокой вербовки, с идеализации. И после того, как жертва уже будет на крючке, начинается медленное и постепенное нагревание. Оценивание, обесценивание, сравнение, стыжение, обвинение, перекладывание ответственности или накладывание ответственности, создание тревоги, зависимости и беспомощности. Незаметно, потихонечку, по 1 градусу, чтобы жертва не соскочила. Сначала
Ты идеальная, ты единственная, ты лучше всех. Я всю жизнь искал такую, как ты. У нас с тобой кармическая связь. Мы же созданы друг для друга. А потом потихоньку. Вот эта одежда подойдет тебе больше. А вот вчера ты выглядел намного лучше. А может быть, тебе стоит похудеть к лету? А вот Вася с Петей зарабатывают больше, и машина у них круче. А вот у одной моей подруги фигура намного лучше, чем у тебя. И вообще, у бывшей у моей голова никогда не болела. Или, например, вот если бы мы с тобой не встретились, я бы, наверное, сейчас отдыхала где-нибудь на Мальдивах. Или вот все мои предыдущие, как одна, были меркантильными суками. Слава богу, ты не такая. И так далее. Постепенно, по 1 градусу, по 1 миллиметру отъедаются ваши границы. Вы отравляетесь мыслями о том, что вы не соответствуете каким-то критериям, которым должны соответствовать. Что вы уже виноваты, что вы уже несете ответственность за чужие переживания, что вы должны возместить убытки и потраченное на вас время, что вы должны заслуживать внимания, что вы должны быть благодарны судьбе, что у вас есть такой шанс быть рядом с таким исключительным человеком. Что если вдруг вы где-то накосячите или станете неудобными или плохими, вас сразу же выкинут на помойку, где вы умрете под забором в страданиях и одиночестве. Если вдруг вы начнете проявлять недовольство или, упаси Боже, защищать свои личные границы, это сразу же будет использовано против вас. Например, с помощью стыжения или негативных интерпретаций. Как ты можешь быть таким бесчувственным? Как ты можешь быть таким эгоистом? Почему ты всегда думаешь только о себе? Ты вообще тиран, абьюзер, нарцисс, психопат, манипулятор и вообще токсичная личность. Да я же для тебя стараюсь. Это для твоего же блага. И это твоя благодарность после всего того, что я для тебя сделал. Да я же пылинки с тебя сдуваю. Я же на руках тебя ношу. Ну да, синяки остаются, но это же от любви. В смысле ты недоволен? Ты должен быть благодарен. В смысле тебе плохо? Ты должен быть счастлив. В смысле ты злишься? Как тебе не стыдно злиться? Злятся злые, злятся плохие, злиться плохо. Здесь используется, во-первых, стыжение, то есть ты не такой, каким ты должен быть. Здесь же оценивание, обесценивание и сравнение. Второе, обвинение. То есть ты виноват, ты совершил ошибку, ты должен извиняться и возмещать ущерб. Здесь же перекладывание ответственности. То есть из-за тебя я страдаю или если бы не ты, я была бы счастлива. Третье. Создание тревоги. Например, вот брошу тебя и уеду с Якиным в Гагры. Вот разведусь с тобой, заберу детей и отсужу все имущество. Здесь же создание одиночества и изоляции. Да кому ты нужен или да кому ты нужна? Да над тобой все смеются, да такие как ты по 50 рублей в ведро. Четвертое – это эмоциональные качели. То плюс, то минус, то горячо, то холодно, то близко, то далеко. То 24/7 вместе, то нет 2 недели. То ты идеальная, то ты ничтожество. То я без тебя никто, то ты без меня никто, на помойке тебя нашел. Ну и пятое – это наш любимый газлайтинг. Да тебе все показалось, ты опять себе все придумала. Почему ты опять раздуваешь из мухи слона? И вообще ты параноик, шизофреник и истеричка. То есть, основная схема в токсичных созависимых отношениях. Ты должен быть в стыде, в вине, в зависимости, в страхе, в одиночестве, для того, чтобы быть предсказуемым и удобным в эксплуатации. Поэтому обращайте внимание на следующие признаки. Первое – это медовый месяц. Это любовная бомбардировка. Это идеализация. По сути, это глубокая вербовка. Второе – это постепенность, то есть медленное нагревание и стирание границ. Третье – это запрет на защиту личных границ. Нельзя говорить «нет», иначе ты эгоист. Тебе должно быть стыдно, если ты защищаешь личные границы. Четвертое – это запрет на проявление эмоций. То есть в ваших отношениях присутствуют какие-то негативные, плохие, запретные эмоции, которые нужно подавлять, которые нужно останавливать. То есть как тебе не стыдно за твои эмоции? Наши отношения страдают и портятся из-за твоих эмоций. И я страдаю из-за твоих эмоций. Пятое. Нет диалога. Проблемы обсуждать нельзя.
есть табуированные запретные темы. Ты должен молча терпеть. Шестое – это отравление токсичными эмоциями. Токсичной виной, токсичным стыдом, токсичной тревогой и другими. Токсичные эмоции не проясняются и не проживаются и не выполняют своих функций. Они лишь отравляют психику и искажают ваше восприятие. И седьмое. Газлайтинг, эмоциональные качели, шизофреногенные паттерны, висхолдинг и другие приемы психологического насилия, которые делают вас еще более зависимыми и беспомощными. Если вы все это проглатываете, то вы таким образом расписываетесь в том, что так с вами можно, что так можно вас есть. Так как отравление происходит медленно и постепенно, то такие уступки кажутся какими-то мелкими, некритичными, пока уже не станет слишком поздно. Пока вода в кастрюльке не закипит. При этом обратной дороги у данного процесса нет. Вам не дадут вернуть назад ваши права и ваши личные границы. И вы не имеете права поступать с вашим партнером так же, как он поступает с вами. Стрелочка не поворачивается. Ты не понимаешь, это другое. Естественно, если бы вы сразу прочитали весь райдер, если бы вы сразу знали, куда вас приглашают, скорее всего, вы вежливо бы отказались. Но это не точно. Больше информации про манипуляции, про манипуляторов и что с ними делать вы найдете в телеграм-боте по ссылке в описании к этому видео. А мы продолжаем. Какие могут быть причины таких отношений? Первый вариант – это нарциссические, антисоциальные, садистические, истерические и другие наклонности одного или обоих партнеров. Это могут быть черты характера, это могут быть акцентуации и даже расстройства личности. Во всех этих вариантах человек просто не может по-другому выстраивать отношения со своим партнером. В его картине мира только с помощью манипуляций, зависимости, психологического насилия можно держать рядом с собой другого человека. А вся эта ваша близость, искренность, доверие, все это ненадежно, все это рискованно, опасно. И вообще все это для слабаков и неудачников. Второй вариант – это воспитание и родительские сценарии. То есть то, как складывались отношения у моих родителей и как они относились ко мне, формируются мои программы, сценарии, стратегии и роли. Что такое отношения, какими они должны быть, какая у меня роль должна быть в этих отношениях и так далее. Третий вариант – это травмы, гиперчувствительность, тревожный тип привязанности, склонность к зависимому поведению и прочие неврозы. Это прошлый травматический и эмоциональный опыт, из-за которого человек стал более склонен и более уязвим к манипуляциям и психологическому насилию. Это недолюбленные, недогретые, брошенные дети, для которых отношения становятся сверхценностью, для которых даже мысль о потере отношений является непереносимой. Здесь же переносы, когда, допустим, вы воспринимаете вашего партнера как родителя и сами падаете в позицию маленького зависимого ребенка. В этом случае вы подсознательно будете переносить все ваши обиды, обвинения, претензии, раздражения и другие недопрожитые эмоции друг на друга. И четвертое – это отсутствие диалога в отношениях и низкий уровень эмоционального интеллекта. Даже два счастливых, здоровых, витальных, устойчивых человека могут превратить свои отношения в ад, если не будут банально разговаривать друг с другом. Если они не будут понимать, что они чувствуют, что с ними происходит, что происходит с их партнером и что с этим делать. Отношения – это навык быть рядом с другим человеком, а не способ добывать из него ресурсы. А здоровые, питающие, функциональные отношения – это навык быть с другим человеком так, чтобы вы оба становились счастливее, здоровее и богаче. Между вами могут возникать разные ссоры, конфликты, недопонимания, претензии, обиды и другие тяжелые эмоции, другие негативные эмоции. Это нормально. Но если вы проговариваете все это и проживаете вместе, то ваши отношения только укрепляются, становятся для вас еще большей опорой и ресурсом. Но если вы не проговариваете все это и не проживаете, если вы терпите, молчите, то вы накапливаете в себе все эти обиды, претензии, обвинения до тех пор, пока ваши отношения не становятся невыносимыми. Если к этому времени у вас появляются дети, если вы уже обросли финансовыми, имущественными, юридическими и другими обязательствами, то ваши отношения из ресурса превращаются в каторгу. Поэтому обращайте внимание в своих отношениях на следующие аспекты. Первое – это роли.
На что похожи ваши отношения? Это отношения между двумя взрослыми людьми? Или это отношения между ребенком и родителем? Или начальником и подчиненным? Второе – это границы. Насколько вы видите и уважаете границы друг друга? Или ваши отношения построены на нарушении границ и нарушении договоренностей? Третье – эмоции. Есть ли у вас возможность в ваших отношениях проживать и проявлять все эмоции, которые у вас возникают? Нет ли у вас хронических, избегаемых или подавляемых эмоций? Свободное проявление и проживание эмоций помогает нам быть с другим человеком, сохраняя свои личные границы и не нарушая чужие. Четвертое – это диалог или коммуникация. Можете ли вы в ваших отношениях искренне и откровенно разговаривать друг с другом? Слышите ли вы друг друга? Или манипуляция – это основной способ взаимодействия между вами? И пятое – это ответственность. Нет ли в ваших отношениях явного перекоса и явной асимметрии в правах и ответственности? Роли, границы, эмоции, диалог или коммуникация и ответственность. Хорошая новость. Если вовремя распознавать манипуляции, если распознавать и видеть приемы психологического насилия, сохранять устойчивость и правильно отвечать, можно исцелять токсичные отношения. Дополнительная информация о том, как распознавать манипуляции, как на них правильно отвечать, вас ждет в боте по ссылке в описании.